Либерал рвется к власти в Иране. Всем привет, это Алексей Наумов, шоу «Разбор». Сегодня мы по вашим просьбам разбираемся в том, чего ждать от иранских выборов и на что они, собственно, могут повлиять. Для начала немного контекста. 19 мая 2024 года в Восточном Азербайджане, это провинция Ирана, разбился вертолет, на борту которого были несколько влиятельных иранских высокопоставленных чиновников, в том числе президент страны Ибрахим Раиси. Предварительно катастрофа произошла из-за неблагоприятных погодных условий. Вылетело 3 вертолета, к месту назначения добралось только 2. Господина Раиси довольно быстро похоронили. В Иране объявили траур, но власть должна иметь преемственность, и были объявлены выборы иранского президента. Необходимо понимать, что Иран — это такая страна, где президент — это фигура, конечно, влиятельная, но в итоге все равно подчиненная. Дело в том, что по Конституции Ираном руководит верховный высший руководитель, или рахбар. Этот пост занимает аятолла Али Хаминеи. И вот на его власть никто формально покуситься не может, и его как раз-таки никто не выбирает. В любом случае, все кандидаты на пост иранского президента должны пройти утверждение Совета Стражей Конституции. То есть кого угодно туда не пустят, кто угодно не попадет, например, собрав какие-нибудь подписи, как это делается в других странах. То есть все происходит с благословения высшего руководителя, аятоллы Хаминеи. Список кандидатов известен, и все они уже утверждены этим самым советом, и там, я повторюсь, 6 человек. Первый — это Мохаммад Багер Галибаф, экс-мэр Тегерана и спикер Исламского консультативного собрания. Он раньше служил в корпусе стражи Исламской революции, считается таким жестким консервативным кандидатом и поговаривают даже фаворитом верховного руководителя. Второй человек — это Саид Джалили, бывший главный переговорщик по иранской ядерной программе. Также считается кандидатом довольно жестким и консервативным. Выступает, как и господин Галибаф, за противостояние коллективному Западу, сближение с Россией и за, так сказать, поход собственным иранским курсом в рамках идеологии исламской революции. Третий человек — это Алиреза Закиани. Это нынешний мэр Тегерана и, скажем так, тоже ветеран иранской политической жизни. Несколько раз он пытался баллотироваться в президенты, но только сейчас прошел проверку Совета Стражей и был утвержден в качестве кандидата. Еще один человек — Амир Хосейн Газизаде Хашими, бывший вице-президент и также сторонник жесткого курса. Он уже баллотировался на выборах президента и в 2021 году набрал 3-4%. Мустафа Пур-Мохаммади, бывший министр внутренних дел и бывший министр юстиции. Единственный, кстати, представитель духовенства среди кандидатов, тоже сторонник жесткой консервативной линии, известен также участием в революционных судах, которые после исламской революции 1979 года, скажем так, осуществляли репрессии в отношении несогласных и утверждали массовые казни. Наконец, шестой человек, тот, который сегодня интересует нас больше всего, это единственный реформатор, единственный умеренный, прогрессивный кандидат, который разительно отличается от всех остальных кандидатов. Это Масуд Пезешкиан, бывший министр здравоохранения и многолетний депутат иранского парламента, Меджлиса. Давайте поговорим о нем подробнее. Масуд Пезешкиан родился в 1954 году в Западном Азербайджане, также провинции Ирана. Он известен тем, что внимательно относится к своему происхождению и к своим азербайджанским корням относится особенно ревностно и часто подчеркивает, что они у него есть. Отслужив военную службу в провинции Систан и Белуджистан, Пезешкиан вернулся домой, где поступил в медицинскую академию и выпустился по специальности «Общая медицина». Во время долгой и тяжелой Ирано-Иракской войны Пезешкиан неоднократно бывал на фронте, помогал распределять медицинские принадлежности и также участвовал в боях. После войны он продолжил обучение в Тебризском медицинском университете, получив степень по общей хирургии. Затем он сосредоточился на хирургии сердечно-сосудистой и так преуспел, что возглавил этот самый Тебризский медицинский университет. У него к тому моменту уже была жена и 4 детей. В
В тот самый год, когда он возглавил университет, Пезешкиана, однако, ждала трагедия. В автокатастрофе погибла его жена и один из детей. Он так и не нашел новую супругу и в одиночестве растил 2 сыновей и 1 дочь, чем заслужил репутацию такого преданного, скорбящего отца и хорошего мужа, собственно, вдовца. В 1997 году его назначили заместителем министра здравоохранения. В 2001 он уже стал министром и проработал на этом посту до 2005 года. Затем он стал многолетним депутатом от Табриза. Тогда он заслужил довольно серьезную репутацию либерала. Дело в том, что он неоднократно критиковал жесткие действия местных силовых структур по разгону демонстраций и вообще выступал за такую вот мягкость и, что называется, плюрализм, такой вот внутриполитическую многополярность. Пезешкиан также поддерживал ядерную сделку с Западом, выступал за какие-то нормальные с ним отношения, за сближение. И что касается протестов, например, когда случались довольно странные смерти после встречи с религиозной полицией, господин Пезешкиан, используя свое медицинское образование, свои знания, иногда подвергал сомнению официальную точку зрения касательно тех или иных смертей. То есть вот такой вот условно кандидат сближения с Западом, кандидат мягкий, кандидат либеральный. Пезешкиан довольно примечательная фигура для иранской политики. Он поднялся не благодаря каким-то коррупционным связям или удачному браку, каким-то семейным своим таким вот непотическим контактам, а по своим заслугам. Никто не подвергает сомнению его репутацию хорошего врача, хорошего медика и, в общем-то, многолетнего депутата. Что интересно, к его президентской кампании присоединился бывший министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф. Человек с довольно такой серьезной, также консервативной репутацией, поддерживает Пезешкиана, активно выступает на его мероприятиях и помогает тому избраться. Проблема Пезешкиана состоит в том, что у него нету какого-то четкого подробного плана управления страны. У него есть общая позиция. Надо бы как-то искать общий язык с Западом, возможно, как-то с ним немного сближаться, искать точки соприкосновения, возвращать ядерную сделку и чуть осторожнее подходить к отношениям с Россией. Там была у него какая-то фраза в стиле, что пускай Россия знает, что она не единственный иранский потенциальный партнер и союзник. Но каких-то четких планов у него нет, особенно в том, что касается внешней политики. Он отдает это на откуп верховному лидеру Аятолле Али Хаминеи. Примечательно, кстати, что самого господина Хаминеи он называет «уважаемый высший лидер». Так обычно делают консерваторы, чтобы подчеркнуть, что они-то, так сказать, уважают авторитет Рахбара. А либералы иранские обычно называют его просто лидер. Но вот Пезешкиан как-то пытается усидеть на этих 2 стульях. Кроме того, педалирование темы его принадлежности к этническим азербайджанцам также может сослужить не очень хорошую службу. Все-таки это национальное меньшинство в Иране, и многие консерваторы недовольны, когда как-то подчеркивается этническая принадлежность того или иного иранца. Мол, Исламская республика понятно, кому принадлежит, и понятно, на кого должна ориентироваться. У Пезешкиана вроде бы даже не так много шансов стать президентом. Опросов действительно не очень много, но примерная картина такая. Там первое место у господина Джалили, вторая у господина Галибафа, и только на 3-м месте с результатом в 13% вот где-то плетется господин Пезешкиан. Поговаривают, что его специально допустили на выборы для того, чтобы привлечь избирателей на избирательные участки, потому что, грубо говоря, когда у вас одни консерваторы, то не очень-то понятно, зачем приходить на выборы. В общем-то, и так понятно, что там будет. Тут интересно, что более-менее провластные прогнозы говорят о том, что будет явка в порядка 50 где-то процентов, а некоторые журналисты, часто оппозиционные, которые вот проводят опросы в социальных сетях, указывают на то, что чуть ли не 70-80% иранцев вообще не пойдет голосовать, потому что, дескать, не верят в том, что возможны какие-то изменения. Мол, если у вас есть верховный лидер, зачем вам вообще президент, который, по сути, не может пойти этому верховному лидеру наперекор? Мол, что у вас за выборы такие? Ситуация в Иране действительно не очень простая. Дело в том, что по итогам 2024 года инфляция ожидается порядка 30%, учитывая, что в прошлом году она уже была 45%, уровень покупательной способности населения довольно сильно снизился. Примерно 80%
всех доходов иранцы вынуждены тратить на предметы первой необходимости. Неофициальный курс иранского реала к доллару с начала года также упал на 20% и сегодня примерно составляет 600 тысяч реалов за 1 американский доллар. Этому, конечно, не помогают тяжелые американские санкции, которые наложены на страну, и в целом сложная ситуация, связанная именно с внешним давлением, поскольку противостояние Западу и противостояние, в первую очередь, Соединенным Штатам Америки — это давняя иранская история, и пока нет причин считать, что она может как-то поменяться, учитывая, что кандидат Дональд Трамп, который, вероятнее всего, займет пост американского президента, если мы пока смотрим на американские опросы, настроен к Ирану еще более боевито, чем нынешний американский президент Джозеф Байден. И пока иранская экономика продолжает в значительной степени существовать за счет нефти, то есть нефтяной сектор за последнее время растет, а сектор, например, продовольственный, агропромышленный и энергетический сокращается. Кроме того, из-за санкций затруднены инвестиции в Исламскую Республику, а часто и вовсе невозможны. И жесткий внешнеполитический курс, также антиамериканский, не оставляет большого пространства для маневра. В общем, выборы пройдут уже буквально скоро, и здесь важно понимать, что для иранцев это станет своего рода референдумом. За что они? За консервативный курс или за более либеральный курс, более свободный? Но тут необходимо понимать, что все равно курс страны определяет верховный лидер. И каким бы не был новый президент, да, он не сможет очень сильно его поменять. И даже если господин Пезешкиан будет избран, и если он попытается реализовать курс на некую диверсификацию внешней политики, на небольшой отход от России, совершенно не факт, что ему не позволит сделать это уважаемый высший руководитель Али Хаминеи. Так что, по большому счету, это будет еще и, помимо прочего, референдум о доверии правительству. И здесь очень важно будет смотреть не только на то, сколько процентов получил тот или иной кандидат в президенты, потому что, да, понятно, политика не сильно изменится, а сколько иранцев вообще пришли на избирательные участки, сколько иранцев считают политическую систему своей страны справедливой и отражающей их реальные чаяния и интересы. Кроме того, из-за тяжелой экономической ситуации возможны и протесты. Если, например, будут сокращены субсидии на топливо, то это может привести к народным волнениям. Так что пристально следим за иранской ситуацией, понимаем, что не то чтобы очень сильно будущее Ирана зависит от этих президентских выборов, но они могут нам показать ту траекторию, ту позицию, к которой будет стремиться Исламская Республика Иран в стремительно меняющемся и, откровенно говоря, непростом мире. С вами был Алексей Наумов и шоу «Разбор». Если вам понравился этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк и напишите в комментариях, в чем бы вы еще хотели вместе разобраться. До встречи через неделю.